Всем привет! Как мы и говорили в видеоблоге, на этой неделе мы будем проводить испытательный запуск матчмейкинга на основных серверах. Я здесь для того, чтобы объяснить, что будет происходить, как этим пользоваться и что будет дальше. Сперва сам матчмейкинг. Для чего он нужен? Если совсем коротко, то он нужен для двух вещей. Чтобы бои были постоянно полные, вам не нужно будет проверять табы, смотреть, что команда убежала, например. И чтобы можно было гораздо проще поиграть с друзьями, а не искать бои, где мест хватит на всех. У матчмейкинга есть и другие преимущества, но о них мы поговорим ближе к релизу. Тест же на основе нужен для того, чтобы проверить, как ведет себя система в реальной нагрузке. А теперь, что именно изменится? Во-первых, на закладке битвы вы увидите новое меню. Первое, на что нужно обратить внимание, это кнопка задания, которая переезжает сюда. Ниже вы увидите 6 опций, которые отвечают за разные режимы игры. Первая опция – это командный бой в случайном режиме. Это означает, что вы попадете в бой Team Deathmatch, CTF или CP случайным образом. Команда при этом будет всегда 10 на 10. Вторая опция – это Deathmatch. В Deathmatch можно попасть только через эту опцию, через быстрый бой вы туда попасть не сможете, потому что это не командный бой. Следующие 3 опции позволяют вам выбрать игру в конкретном командном режиме, то есть CTF, TDM или CP, если вам сильно нужно, например, выполнить ежедневное задание в этом режиме. Ну и последняя, 6-я опция – это список битв. Как только вы на нее нажмете, вы попадете в стандартный список битв. Еще здесь же вы можете увидеть новую кнопку «Группа». Кнопка «Группа» позволяет вам создать команду до 5 человек из ваших друзей или соклановцев. У группы есть несколько особенностей. Давайте я вам их перечислю. Во-первых, битву, то есть режим, в который вы будете играть, будет выбирать только создатель группы. Все остальные нажать ни на какую кнопку не смогут, кроме кнопки выхода из группы. Затем в DM поиграть группой вы тоже не сможете, потому что DM это режим для соло-игроков. Также группой бессмысленно заходить в список битв, потому что список битв работает как обычно, и он не поддерживает игру в группах. На данный момент мы сделали так, что в группу можно пригласить вашего друга любого звания, но имейте в виду, что в бой вы попадете по максимальному званию в вашей группе. Так что выбирайте союзников правильно. На данный момент размер группы и звание игроков не окончательные. После теста мы сможем принять решение, какие группы у нас в игре останутся. Последнее, о чем хочется сказать, это сам список битв, ведь в нем тоже есть небольшие изменения. Во-первых, в верхней полоске списка битв теперь исчезла кнопка «В бой», она больше не нужна. Теперь там есть две кнопки. Первая кнопка «Назад», которая возвращает вас в матчмейкинг, а вторая – это кнопка переключения серверов. Она переехала сюда, так как матчмейкингу эта кнопка не нужна, а для списка битв она все еще необходима. Так как чат все еще тоже зависит от сервера, чтобы переключить его, вам нужно будет зайти в список битв, либо поменять сервер в адресной строке браузера. Также на время тестов матчмейкинга создать битву в списке битв сможет любой игрок, независимо от того, есть у него про абонемент или нету. Тест будет длиться 2 дня, во вторник и среду. Нужно понимать, что это испытательный пуск, поэтому в любой момент мы можем откатить этот тест перезапуском сервера, если что-то пойдет не так и сервер, например, перестанет справляться с нагрузкой. На этом все. Пробуйте матчмейкинг и потом расскажите, какие у вас были впечатления. Спасибо!